Привет! Сегодня тебя ждет, наверное, один из самых коротких обзоров беспроводных наушников за всю историю моего канала. А дело все в том, что новые наушники Nubia C1, вкладыши, которые продают аж за целых $35, по своей сути не представляют из себя ничего особенного. Вот абсолютно ничего. Разумеется, скрывать не стану, вкладыши с заявленным новейшим Bluetooth 5.3 мое внимание привлекли сразу. И вплоть до момента, пока я впервые не нажал кнопку Play на смартфоне, аккурат после распаковки и подключения гарнитуры, абсолютно ничего не предвещало самого крупного разочарования в моей TVS истории. Хорошая сборка, матовый приятный пластик, аккуратные формы, удобная посадка – все это подкупает лишь в первые секунды, пока не заиграет музыка. Вот объясните, как можно было установить сюда последний из существующих ныне Bluetooth версии 5.3, но при этом предоставить лишь один SBC аудиокодек на выбор. И ладно бы проблема была в кодеке. Я уже неоднократно убеждался и не раз рассказывал в своих обзорах, что и обычный SBC способен удивить, способен на хороший звук. За примерами далеко ходить не нужно, те же Edifier X2 очень даже хороши при своих-то характеристиках. Но здесь с этим все настолько плохо, что я не могу передать словами те эмоции, что меня переполнили. Максимально плоское, невзрачное и, я бы даже сказал, отталкивающее звучание, которое я когда-либо слышал. Именно эти три эпитета как никогда кстати подходят для описания того звука, что исходит из этих наушников. И мало того, что по этой части производитель очевидно сильно отдохнул, так еще и управление сюда зашили хуже некуда. Я напомню, наушники стоят $35. В теории, на бумаге, все вроде как даже неплохо. Одинарный тап-плей пауза, двойное касание трек вперед, тройное назад, плюс до кучи сюда прикрутили игровой режим по удержанию сенсора, но реализация это просто печаль. Гиперчувствительный сенсор, который то и дело при любом прикосновении срабатывает то на паузу, то на этот пресловутый режим игры. Скажу так, это дико бесит, но еще больше начинает раздражать факт озвучки активации игрового режима на китайском. Наушники в принципе иногда в какие-то моменты начинают внезапно говорить по-китайски. К примеру, во время записи теста микрофона ни с того ни с сего в правом ухе начался какой-то странный монолог. Язык я не знаю, оттого так и не понял, что хотела эта женщина. Потому что там слышно там слышно абсолютно все, что угодно, кроме моего голоса. В общем, как-то так это все работает. Да, наушники сами по себе китайские, вменять им это в вину было бы не совсем корректно, но это при условии, что ты ожидаешь услышать эту озвучку, когда осознанно активируешь какой-либо режим. В случае же с Nubia C1 это происходит непредсказуемо. Поправил наушник, чуть передержал сенсор, пожалуйста, получи в уши монолог. И вот в таком сценарии это хотелось бы хоть как-то отключить, но нет, такой возможности здесь нет и фирменного приложения тоже. То есть об обновлении и исправлении каких-то проблем пока и говорить не стоит. На данный момент такая возможность отсутствует. В общем, я не знаю, кто в здравом уме скажет, что наушники классные и стоят своих денег, но я так сказать не могу. Производитель в своих промо-материалах заявляет об автономности в 8 часов, но возможно я что-то не так понял. Тем не менее, чтобы сегодня быть максимально объективным, я проверил и это. В моем тесте на максималках наушники отыграли 4 часа и 26 минут. Результат, конечно, сильно отличается от заявленного, но справедливости ради цифра хорошая, если бы только не этот отвратительный звук. Но быть может не все еще так плохо и нас удивит встроенный в наушники микрофон? Спойлер, конечно же нет. Тем не менее, самые стойкие, кто еще не успел закрыть этот обзор, сейчас могут услышать пример его работы. Ну что же, давай проверим, как же отрабатывают микрофоны в наушниках Nubia C1. Я сейчас записываюсь в закрытой машине. По традиции буду открывать окна с двух сторон. Мне сюда задувает на скорости ветер. И здесь шум от проезжающих мимо машин. Скорость у меня 50-60 км в час. Это так вот работает. Ну, примерно можно прикинуть, как при таком сценарии отрабатывают микрофоны в наушниках. Я помню описание. У нас есть всего два микрофона по одному каждому наушнику. Сейчас вот здесь вот работает микрофон. Ну вот так может себя слышать собеседник, если ты будешь разговаривать по данной клавиатуре, какой сценарий использовать. Ну и разумеется, у нас второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум. Она потихонечку набирает обороты, уже буквально через 5-6 секунд в салоне будет стоять очень сильный шум. Вот такой вот. Фрагмент шума я специально вставил, чтобы послушать, на каких условиях данный тест проводится. При какой нагрузке эти микрофоны отрабатывают.
Ну и примерно как-то так тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать с помощью данной гарнитуры в каком-то очень сильно шумном помещении. Без ветра, но тем не менее в сильно шумном помещении. Как-то так это все работает. Ну и так, чтобы немного закрепить полученный результат в автомобильном тесте, я решил подснять тест работы микрофонов в наушниках Nubia C1 на улице. Сейчас пошел снег, задул такой легенький ветерочек, он в принципе вот сейчас дует, плюс рядом проезжает сейчас автобус, ну и в целом он сейчас остановится, будет здесь гудеть. Вот так вот работают микрофоны в таких уличных условиях, в этих наушниках. И, если честно, в автомобиле мне вообще не понравился тест, он снимал и записывал все, что угодно, кроме моего голоса, так что, ну, странная такая история, если честно, ну, наушники не очень, совсем прям не очень. Ну и подводя сегодня некий итог по данной модели, скажу так. Я крайне не советую покупать эти наушники, особенно за 35 баксов. Ровно за эти же деньги можно купить SoundPeats 2, 2 Plus или Air 3, Ugreen HiTune H3 или же, к примеру, Edifier X2, Mief Marshmallow, да много чего можно в эту цену купить. Опять же повторюсь, Air 3 от SoundPeats, на который очень похожа эта новинка от Nubia, в таком свете выглядит довольно выгодно. Тем более, если кто-то еще не в курсе, то для них теперь есть рабочее приложение, есть обновление и есть возможность отключить датчики автопаузы, кому они не нужны. В общем, с момента того моего первого обзора наушники стали еще лучше. А вот Nubia C1 абсолютно точно не стоит тех денег, что за них просят. Да вообще, в принципе, я бы не стал их покупать. Надеюсь, эта информация хоть для кого-то будет полезной, особенно перед покупкой. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих моих видео. Пока-пока.